poquito. Fellow Khans, I have formulated a plan on how we may better ourselves for the fight ahead. We are now the Khans of the Ghost Bears, Aletha. What are you thinking, Khan Jorgensen? Most warriors serve entire careers dreaming of the chance to one day join us. I only wish to serve the Sikan with honor. The child is nothing but an insult to us. Pay attention, MacJock. Привет, пилоты! На связи ремейкер, канал TF.ru. И сегодня у нас новинка, чего почти никогда не бывает на канале. Сюжетный DLC для MechWarrior 5 Clans под заголовком Ghost Bear Storm. Оригинальная игра дропнулась в завершении 2024 года на фоне своих предшественников, обладала цельной кампанией, наконец-то хоть какими-то прописанными характерами и большим количеством катсцен. История подавалась глазами новоиспеченного сепотряда клана Дымчатый Ягуар, бойцы которого буквально недавно покинули сепучилище. Это место, где занимаются подготовкой клонов, чьи гены исходят от самых великих воителей прошлого. Подготовка сипкадетов происходит в классах сипка, 90% из которых обычно выходят либо вперед ногами, либо отсеиваются, или в редких случаях идут на переобучение. Ну а те, кому повезло пройти через этот ад, имеют возможность, конечно же после последних боевых испытаний в рамках клана, вступить в космический флот, стать бойцами в броне элементалов, или же самое главное, образовать свой полноценный меха-отряд, свою звезду, где по итогу главный герой Джейден становится старкомандером своего родного Сипка. Думаю, принципы становления мехвоинами на примере клана Дымчатый Ягуар более-менее понятны. И на самом деле, кампания звезды Джейдена получилась сильно затянутой сюжетно, глубоко копающей в лор, вводящей много абстрактной суеты, наивного дивижн внутри отряда, чересчур серьезных и ничего толком не раскрывающих диалогов среди командования и необдуманных действий, например, вот тех, которые привели к трагедии в Черепашьей бухте. И само собой, у каждого события кампании есть логичное объяснение, которое четко следует давно прописанному лору во вселенной Battletech. И это довольно удивительно, потому что работа над сюжетной составляющей проделана просто колоссальная. Если мы говорим разработчиков Piranha Games, а подобное для них, причем с их бюджетами и портфолио, очень даже не свойственно. Поэтому лично меня это несколько разочаровало, что потраченные усилия пошли по большей части на удовлетворение тру-фанатов, которые в принципе и так все знают. А обычные консюмеры, посмотрели на все происходящее, насладились качеством постановки, но по сути многого не поняли. Это что касается истории базовой игры, про геймплей будет чуть далее. По факту это та же самая игра, но само собой впечатление от прохождения дифферентное. История DLC «Призрачный медведь» начинается с заседания Совета кланов, где выясняется, что Верховный Кан Лео Шаурс погибает, и на его место через внутренние выборы заступает Кан клана Волка Ульрик Керенский. Кто не гамал в базовую игру, погибший Лео Шаурс представлял клан Дымчатого Ягуара, мехвоины которого были хедлайнерами истории. Но теперь на его месте Ульрик, имеющий большие амбиции на форсирование силами своего Wolf Clan, ключевых объектов Inner Sphere, а этого собственно желает каждая из фракций, и поэтому через свою речь Керенский снимает мораторий на Battles и Trials. Новый Илькан переназначает направление одних кланов на территории других, что неизбежно приводит к Trials'ам. И клан Ghost Bear не собирается сидеть в стороне, местный Канц Бьорн и Алета принимает решение воспользоваться отмененным мораторием и поживиться технологиями кланов Jade Falcons и Smoke Jaguar. Собственно, это и есть завязка на первой миссии, которую отнимают треть игры, и треть игры вполне играбельной. Далее нас знакомят с элитным подразделением клана Призрачного Медведя, которое носит название Silverwood Кешек. Бойцы обсуждают со своим старкомандером планы по началу трайлсов против Jade Falcons и Smoke Jaguar с целью получения умнимехов, в развитии которых клан Призрачного Медведя, как правило, немного отставал, полагаясь скорее на серийный выпуск боевых роботов и другого вооружения. К тому же фракция четко следует заветам Доминика Торетто, расширяет свои владения постепенно, делает ставку на количество, а не трату времени и средств на инновации.
Возвращаясь к подразделению Silverwood Кешек, оно, как правило, состоит из сплоченных сепотрядов, которые вместе прошли через сотни реальных боевых действий, являются лучшими из лучших, и вообще, служба в Silverwood Кешек – одна из наивысших привилегий клана Ghost Bear. Но по каким-то непонятным причинам Сакан Алета Кибрински внедрила в данный матюр-отряд нового пилота Джонатана, который не только очень молод, но не имеет громких боевых заслуг, которые бы дали ему возможность вступить не только в Silverwood Кешек, но и в любое другое приличное подразделение клана, и знаете, в отряде воцарилась некая напряженность. Мехвоины источают искры, воздух наполняется напалмом, и это ощущается, по сути, через всю игру, несмотря на дальнейшие заслуги молодого. Не поймите меня неправильно, сильверудцы не ненавидят Джонатана. Они просто испытывают недоумение от его назначения и источают особую неприязнь от одной только мысли, что он может погибнуть в одной из вылазок и тем самым заработать самую великую честь в клане, стать павшим мехвоином элитного подразделения Silverwood Кешек. А таковой-то чести могут удостоиться лишь те, кто провел в боях долгие годы и по итогу жесточайшей работы заслужил право быть заинвайтенным в данное подразделение. Само собой, в ячейку себе подобных. Но сюжет на этом не зацикливается, я так понимаю, разрабов не было на то времени. К тому же кампанию DLC требовалось сделать как наиболее динамично понятной для казуальных игроков, так и лорно содержащей для ветеранов серии. Далее нас ожидает непосредственно сам геймплей MechWarrior, где перед каждой новой миссией мы занимаемся привычной рутиной, знакомой нам по Mercenaries и даже по Battletech 2018. Несмотря на то, что это Turn-Based Tactics, механика билдостроя плюс-минус одинаковая, и за этим делом можно провести довольно много времени даже в кланах, подбирая подходящее именно нам вооружение, девайсы, плотность брони и варианты шаблонных омни-сборок. На релизе оригинальных кланов, окромя проблем с производительностью, некоторые критики также подверглось видению кастомизации мехов. К примеру, мы лишились возможности тонкой настройки брони вплоть до 1 тонны в любом направлении и допустимом количестве. Теперь на выбор доступны фиксированные пластины весом 1,5 тонны. Это касается и боеприпасов. Ну а самый тяжелый в General Slots — это Targeting Computer 6-й версии, весящий аж целых 6 тонн. Каждый участок меха приспособлен только для определенного типа вооружения. То есть, если руки заточены под лазеры, значит можно поставить только онные образцы, если плечо задействовано под ракетницу, следовательно ставим только LRM или SRM установки. Хотите заюзать другой шаблон омнистока, пожалуйста, но только через специальные очки XP, которые еще нужно заработать. И несмотря на то, что билдострой в кланах и Ghost Bear несколько так упрощен, на фоне Mercenaries или Battletech 2018 интерфейс кастомизации представляет собой какие-то бухгалтерские журналы. Если в Battletech оружие, снаряды, девайсы и прочие опции раскиданы упорядочены строго по своим столбикам, но информативно отображают самые нужные показатели под каждой позицией, то в кланах это частично растянутые таблицы с длиннющими описаниями. Здесь проблема не в структурности, а скорее в полужурнальном интерфейсе и плохой читабельностью характеристик. Пираньям необходимо было взять все лучшее у предшественников, что собственно они по большей части и сделали. Ведь если мы возьмем сам интерфейс ангара, кор механики и UI инструментарий, плюс-минус все это одинаково. Но предоставление инфы через таблицы с прокруткой списков по горизонтали через ползунок меню или колесико мыши, который прокручивается вертикально, все это несколько неудобно. В остальном сама механика билдостроя мне зашла. Да, это не глубина Battletech, но в ангаре можно провести десятки минут, и это действо все еще довольно увлекательно. Destroyed.
Что касается непосредственно игрового процесса, под нашим управлением в начале каждой миссии находится 5 мехвоинов и их боевых роботов. То есть при желании мы можем переключиться на любого из них, ну а если нас подбивают, то мы автоматом подлетаем к еще функционирующему меху, и у нас есть выбор: либо смотреть на сражение со стороны, либо взять управление на себя. По факту старкомандером является Лилит Холл, но геймплейно это не имеет никакого значения, если ее мех подбит, игра не заканчивается, а завершится только по результату гибели всего сиботряда, ну или вашей победы. Если в Mercenaries мы имели возможность отойти от основного сюжета и просто прыгать в рамках песочницы, там по регионам с подходящим уровнем сложности, то в кланах и в Госбар в частности, у нас ограниченное количество строго сюжетных миссий, где от эпизода к эпизоду допустимый тоннаж увеличивается примерно в арифметической прогрессии. То есть, если прошлая миссия была на 180 тонн, то через 1-2 миссии общий тоннаж может подпрыгнуть до 230 тонн. И нам уже нужно подбирать. Скажем, каких-нибудь 2 вайперов по 40 тонн, одного Shadow Cat на 45, Хансмана 50 тонн и Stormcrow на 55. То есть, если вы хотите протестировать Мистлинкса, Адера, Китфокса, проще говоря, создать стак из легких и средних мехов, которые будут ниже по рекоменд-тоннажу, то с выполнением задания у вас могут возникнуть явные проблемы, потому как противники от миссии к миссии становятся заметно жирнее, массивнее, и их количество неуклонно увеличивается. В последних эпизодах так и вовсе игра превращается в бесконечный мехотир, которому нет ни конца, ни края, и хотя в отличие от оригинальных кланов, масштаб локаций и продолжительность прохождения стали средним компактней, а дизайн местности и расстановка спавна вражин выверены вручную и выверены заметно скрупулезней, чем в любой другой из игр серии, все-таки многозадачность и сценарные рамки каждого эпизода постепенно сходят на нет. И главная проблема серии, а именно закидывание игрока ордами мехов, бронетехники и авиации, все это, собственно, оно на месте и только усиливается к завершению повествования. Поэтому первые 6 миссий поражали разнообразием. Сначала мы принимаем участие в трайлсах с кланами Jade Falcons и Smoke Jaguar, впервые встречаем мелких элементалов в роли союзников и противников, выполняем задания на относительно средних и ловко задизайненных картах, удивляемся щедрости разработчиков в плане наделения наших пилотов изначально неплохой прокачкой, достойными выплатами по завершению эпизодов и наличие в сторах широкого ассортимента как общих мехов, так и мехов клановых, которые представляют собой особый интерес как с точки зрения дизайна, так и огневого превосходства, которое особенно ощущается, но не всегда, а именно когда количество вражеских мехов поддается читабельности. Что касается локаций, то мне очень сильно запомнились несколько миссий в первой половине игры, когда мы сначала сражаемся в космическом корабле, что стало, может быть, это первое впечатление с самой захватывающей картой, потому как подобного, лично я не припомню в прошлых частях серии. И в этой миссии идеально все: и сражение с мехами, и починка нужных частей корабля, страдающих в ходе бомбардировки космоистребителями от клана Дымчатого Ягуара, и, конечно же, финальный босс, который представляет из себя огромный сферообразный шаттл, знакомый по серии Battle так в целом, но здесь его парящая реализация выглядит заметно выгодней, чем та пассивно вклиненная в земную поверхность, что мы могли наблюдать в оригинальной игре. Про боссов, я бы не сказал, что они здесь присутствуют, но все-таки во второй половине игры вы наткнетесь на огромного бронебойного монстра, который будет обладать впечатляющей защитой, тяжелым вооружением и мощной поддержкой в лице вражеских мехов. И этого гиганта еще нужно постараться успеть вовремя подбить, дабы он не сделал гусеницы. Поэтому, возвращаясь к неизбежному жонглированию мехами в сторону увеличения массы от миссии к миссии, все это неизбежно. Это неизбежно, так как общее количество, массы и огневая мощь противников растет в разы быстрее. И возможно, эти боты не всегда хорошо стреляют, но если попадают, то это действительно больно, и главная фишка — это не только количество, но и разнообразие. Особенно бесят вражеские самолеты, для ликвидации которых зачастую не хватает ни огневой мощи, ни здоровья, они прилетают в самом конце, в
последних миссиях подобные ребята появляются в самое неподходящее время, в самом неподходящем месте, когда половина союзников подбита, а из пушек остался только малый пульс-лазер. И да, кто новичок в серии, вас легко могут подбить. Например, руку, и вы потеряете ган, который был на нее установлен, вам летально подрежут ногу, и дальнейшее перемещение будет даваться с заметным трудом, пробьют корпус или голову, и считай, ваш мех выбыл из игры. Несмотря на некоторую ордовость последних миссий, игра не лишена тактикульности. И это достигается не только через правильно подобранное вооружение мехов, распределение пилотов на основании их прокачки и специализации по нужным кокпитам, но и посредством продуманного менеджмента тиммейтов через глобальную карту, при активации которой игровой процесс встает на паузу, и вы можете отдавать команды, кому какую позицию занять, кого атаковать, а каким мехам лучше отступать. Можно как рассеять противников по карте, так и вывести на нужные позиции, где, например, на вершине будут 2 ракетных меха и по флангам 2 баллистик-лазерных, ну а мы станем атаковать прямо из центра. На самом деле глобальная карта выруливала достаточное число, на первый взгляд казалось бы, неразрешаемых ситуаций, что работает как в более тактикульных первых миссиях, так и в 2-3 последних, где противник прет со всех направлений строго на heavy assault мехах, и когда вы разделываетесь 5 тяжами, из-за спины прорывается еще 5, далее столько же с севера, потом с юга, и вишенкой на торте выруливает босс-самолет. А у нас остался лишь один однорукий Кодиак с одним СРМ-6 и 6 ракетами. Из бонусов в определенные моменты и на определенных конкретных гексах карты нам позволяют заюзать ремонтные отсеки, что значительно помогает, значительно оптимизирует игровой процесс, но, к великому сожалению, они не способны восстанавливать утраченные конечности и вооружение мехов, но зато прекрасно фиксят операбельные дефекты и пополняют боеприпасы на 50%, которые фактически и так щедро раскиданы по ключевым участкам мап, но не всегда. В «Призрачных медведях» максимальная часть игрового процесса по большей части она выверена вручную. И это сильно заметно, особенно в первой половине игры. История не размазывается на глобальные события. У нас есть один конкретный отряд со своими проблемами, успехами и неудачами. История каждого мехвоина Silverwood Кешек вообще никак не раскрывается. Да, фиксируются обоснованные претензии к назначению Джонатана, показано нестабильное состояние Рика и его провалы в памяти из-за имплантов. И то на этом делается небольшой акцент всего несколько раз за игру, когда он путает Джонатана с погибшим тиммейтом Шоном, и где он вспоминает события прошлых лет. Когда предыдущий Сакхан погибает, и далее Рик защищает Алету, о чем неоднократно продолжает повторять, разоблачая свою нестабильность перед новичком Джонатаном. Sean is not... He is not online. We need to find him. He is not on screen. We need to find him. Rick, Sean is no longer with us, but we are. Your family is with you, and we need you. We need you to win this fight. Stay with me, MechWarrior. Yeah, Sean is gone. I protect Aletha now. And my family. Нам показывают хорошо поставленные моменты сюжета, но разрабы на этом не зацикливаются и не разводят из этого Санта-Барбару. Мы просто движемся вперед по глади миссий, выполняем взаимосвязанные цепочки заданий по захвату системы Альшейн и планеты Альшейн-4 в частности. Потому как медведи, о чем как раз и говорила Алета перед началом инвазии кланов, что нам нужны не честь и не слава, а нам нужен свой дом в системе, которая ранее таковым и являлась, много столетий назад до исхода Керенского. Дополнение Ghost Bear, с моей точки зрения, является по факту полноценной игрой, с более интересным повествованием не только на фоне оригинала, но и во всей игровой вселенной в целом. Геймплей плюс-минус аналогичен прошлым частям, в чем-то он неуклюжий, где-то интересно тактически выверенный, с некоторых ракурсов чересчур экшоновый. Заниматься билдостроем довольно занимательно, но обязаловка на повышение общего тоннажа от миссии к миссии немножечко так накаляет. В игре хватает запоминающихся локаций и логично выверенного геймплея,
Хоть эпизодами он частично и скатывается в бесконечное противостояние с ордами вражеских мехов и другой бронетехникой. Это дополнение обладает всеми плюсами и минусами вселенной MechWarrior, но если брать Mercenaries, оригинальные кланы и только сюжетную часть Battletech 2018, то данное DLC в моих глазах фаворит и фаворит безоговорочный. И конечно же в планах его перепройти на самой максимальной сложности в самое ближайшее время. Следите за этим каналом, и возможно когда-нибудь это все закончится. Это был Ремейкер, отключаюсь.